Когда человеку угрожает смертельная опасность, то редко найдется тот, кто будет готов помочь нуждающемуся. Происходит это в основном при одном условии, если и здоровью, и жизни самого спасителя ничего не угрожает. Ведь мало кто захочет рисковать собой ради незнакомого человека, хотя есть и такие примеры, когда спаситель, не думая ни о чем, бросается в огонь и в воду, чтобы предотвратить возможную катастрофу. В начале 2000-х годов на востоке России, в дикой тайге, можно было нередко встретить черных лесорубов из пограничных азиатских республик. Среди местных жителей ходили слухи, что у тех, кто тогда воровал лес, был среди руководителей края могущественный покровитель. Поэтому никто не рисковал связываться с этими наглыми бандитами. Но один из пожилых лесников не желал с этим мириться. Этот мужчина еще с юности не привык никому уступать. Когда он был молод, то судьба в первый раз наказала тогда еще молодого парня за его строптивый характер. Юноше из бедной семьи понравилась хорошенькая девушка. Они пару раз гуляли вместе, и парень уже начал думать о свадьбе. Но тут друзья сказали ему, что его возлюбленная сидит в ресторане с каким-то богатым парнем. Он пошел разбираться, завязалась драка. Потерпевший оказался сыном местного милиционера, и поэтому в случившемся обвинили обманутого жениха. Ему дали 3 года срок. Пришлось отбывать в отдаленной колонии среди лесов. Там парень и принял решение остаться жить в деревне поближе к природе. Освободившись, парень поселился в небольшой деревне, где ему удалось устроиться механиком. А потом, увидев, что новый работник неравнодушен к природе, начальство предложило ему занять место лесника. Бывший заключенный с радостью согласился. С тех пор в лесу был идеальный порядок, все знали принципиального лесника и не рисковали с ним спорить. Но наступили новые времена, и теперь хозяин тайги не мог справиться с кучкой лесорубов. От возмущения мужчина не мог найти себе места. Он писал о происходящем во всей инстанции, но результата не было. Однажды ранней весной, когда лед на водоемах только начал скрываться, лесник ночевал у себя на заимке. Его разбудили выстрелы, доносившиеся со стороны реки. Судя по звуку, кто-то просто развлекался. Бывалый охотник не будет зря тратить много патронов. Добежав до места, лесник увидел, как по тонкому льду идут большая медведица и несколько медвежат, а на другой стороне – мужчины, которые незаконно рубили в тех краях лес, подгоняли животных выстрелами. Развлекались. Люди явно хотели, чтобы звери поскорее провалились под лед. Так и случилось. Матери удалось выбраться, а вот медвежата беспомощно барахтались. Лесник тут же бросился на помощь. Ему удалось вытащить малышей и отпустить к матери. Затем он поспешил уйти, рассудив, что звери могут на него напасть, несмотря на его помощь. Прошел год. Лесорубы спокойно делали свое черное дело. Лесник решил добыть доказательства и отправить материалы в Москву, чтобы покончить с этим безобразием. Он взял фотоаппарат и пошел в лес, но преступники заметили старика в отдаленной делянке, где велась незаконная вырубка. Они хотели забрать камеру, но мужчина упорно не отдавал. Тогда один из лесорубов достал нож и двинулся на лесника. Человек стал убегать, но, зацепившись за сухую ветку, рухнул на землю. Когда бандит приблизился уже совсем близко, что-то огромное выскочило из леса и навалилось на нападающего всем телом. Участь его была решена, это была та самая медведица. Судьба лесорубов, которые не успели убежать, тоже оказалась незавидной. Подросшие медвежата, видимо, запомнили своих мучителей. Пока их мать разбиралась с мужчиной, держащим нож, вчерашние детеныши расправились с еще 2 мерзавцами. Лесник же поднялся, убедился, что фотоаппарат в порядке, затем развернулся в противоположную сторону и медленно пошел к своему дому. Он чувствовал, что хищники его не тронут, и так и случилось.
Остальным преступникам повезло чуть больше, чем их товарищу, они остались живы. Правда, через месяц, когда снимки дошли куда следует, бандиты получили законный срок. Лесник с тех пор не видел спасшую его медведицу, но он часто рассказывал своим знакомым удивительную историю о том, какими благодарными могут быть дикие звери, если человек однажды спасет их детенышей. Если вам понравилась эта удивительная история, ставьте лайк, пишите свои комментарии.